Есть растения, которые покоряют наши сердца не только своим эффектным и обильным цветением дивной красоты, но и изумительным ароматом. Именно такие культуры пользуются особой популярностью среди цветоводов и ландшафтных дизайнеров для оформления зон отдыха, придомовых территорий и террас. Живописные цветы привлекают к себе восторженные взгляды, а упоительный аромат наполняет душу особой радостью и умиротворением. Одним из таких замечательных растений является гелиотроп. Этот яркий цветок смог в себе удачно совместить редкую красоту и необыкновенный запах, чем-то напоминающий смесь сладкой ванили и корицы. Необычно и то, что цветы гелиотропа в течение дня поворачиваются вслед за движением солнца. За это качество ему и дали такое название. Слово «хелиос» с греческого означает «солнце», а троп в переводе читается как «вращение». Благодаря своему яркому виду и сладкому запаху это удивительное растение стало весьма популярным еще в XVIII веке. И в наше время мало кого из цветоводов не покорило его цветение. Шикарные гроздевидные соцветия, состоящие из многочисленных мелких цветков, насыщенных сине-фиолетовых оттенков, заставляют обратить на себя внимание кого угодно. А пьянящий сладкий запах, который ощущается на расстоянии, навеивает приятные детские воспоминания и наполняет душу покоем. Недаром англичане дали название гелиотропу «вишневый пирог», а любвеобильные французы его называют травой любви, а вот в Германии это растение прозвали травой Бога. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания гелиотропа. Уверена, что все ваши комментарии по этому растению будут не только интересны, но и крайне важны. Я также буду благодарна всем вашим советам и лайкам. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Гелиотроп стал весьма популярным еще и тем, что он способен очень долго цвести. Согласитесь, немногие культуры могут непрерывно радовать своими пышными соцветиями диаметром до 20 см, начиная с мая-июня и до самых осенних морозов. Он также нашел широкое применение в медицине и парфюмерии. Гелиотроп относится к вечно зеленым многолетникам. Растет он травянистым полукустарником. Высота и оттенки цветов разнятся в зависимости от разновидности и сорта. Это компактные густоблиственные кустики, в основном от 20 до 80 см, с белыми, синими, голубыми, ярко-сиреневыми, пурпурными и фиолетовыми цветками. Из популярных это гелиотроп европейский, с белыми цветами, гелиотроп щитковидный, кусты которого могут вырастать в высоту более метра. Его соцветия состоят из сине-фиолетовых и голубых цветков. И гелиотроп перуанский, который достигает высоты до 60 см и цветет фиолетовыми цветами. Очень красивые компактные сорта Одиссей и Марине. Такие растения очень удобно выращивать даже в контейнере. А сорт морской бриз в высоту всего до 20 см. Его яркие фиолетовые соцветия украсят передний план цветника или создадут эффектный бордюр вдоль садовых дорожек. Есть сорта с голубыми и розово-белыми цветами, а есть и с красивыми, пестрыми листьями, как, например, у сорта Ауреа. Кстати, кустики гелиотропа привлекательны не только своим цветением, но и достаточно декоративной листвой. В основном она насыщенной, темно-зеленой или изумрудной окраски и с выраженной морщинистой фактурой, легким опушением или глянцем. На фоне такой кроны очень эффектно выделяются яркие щитковидные соцветия. Гелиотроп можно выращивать в открытом грунте и в контейнерах, украсив ими солнечные уголки сада, террасу и городской балкон. Но чтобы любоваться его долгим и обильным цветением, стоит знать некоторые особенности в уходе. Во-первых, для того, чтобы кустики активно цвели, им необходимо хорошее освещение. Высаживать их лучше на солнечных участках. Также важно качество грунта и своевременный полив. Кустики следует высаживать в рыхлую, питательную почву с добавлением песка и хорошо перепревшего компоста. Посадки лучше замульчировать, так как при пересыхании почвы листья гелиотропа паникают. Но стоит учесть, что высаженный гелиотроп в тени и с переувлажнением может заболеть мучнистой росой. Кроме этого, гелиотроп требователен к удобрениям. Растение подкармливает уже с молодого возраста не менее 1-2 раз в месяц полным минеральным комплексом, желательно для цветущих культур с повышенным содержанием фосфора и калия. Для непрерывного цветения важно вовремя удалять отцветшие соцветия.
Цветение каждого отдельного цветоноса длится около 4 недель. Кстати, даже сухие цветы способны служить неплохим ароматизатором для помещения. Хочу обратить ваше внимание, что некачественный семенной материал может дать запоздалое цветение с более мелкими соцветиями. Это стоит учитывать при покупке семян. Чтобы увидеть как можно раньше цветение гелиотропа, его семена высевают на рассаду уже в феврале, а проще всего размножить кустики черенками. Молодые растения переваливают на постоянное место в сад только когда минует угроза возвратных заморозков. Из минусов этот теплолюбивый цветок не способен зимовать в садах с холодными зимами. Поэтому осенью кустики проще выкопать и занести в отапливаемое светлое помещение с температурой, не превышающей плюс 6, плюс 15 градусов. В это время полностью прекращают подкормки и сокращают полив. Гелиотроп удобно выращивать как контейнерную культуру. Этот способ хороший тем, что позволяет заняться его размножением черенками в феврале-марте. На черенки срезают верхние части побегов длиной 5-10 см. Нижние листья обязательно удаляют, а верхнюю пару листков укорачивают наполовину. Семена высевают в рыхлый, влажный грунт, слегка заглубляя и прикрыв сверху пленкой или стеклом. Посевы ставят в светлое помещение с температурой плюс 20-24 градуса. После появления ростков верхнее укрытие снимают и обеспечивают растения достаточным освещением. Когда рассада подрастет, ее пикируют в отдельные емкости. Также очень важно для того, чтобы кустики формировались в разные стороны, то есть кустились, подросшую рассаду прищипывают. В открытый грунт гелиотроп высаживают после того, как полностью минует угроза ночных заморозков. Учтите, что гелиотроп не выдерживает морозы ниже минус 2 градусов. Это растение способно украсить не только сад, но и лоджию или террасу. Его кустики хорошо высаживать в зонах отдыха, на солнечных клумбах или в миксбордерах. Гелиотроп удачно сочетается с лабулярией, бальзамином, лобелией, пеларгонией, георгинами и многими другими цветами. Если вы истинный цветовод и любитель всего прекрасного, вам стоит обратить внимание именно на эту культуру. Тем более, что уход за ней не такой уже сложный. Зато благодаря гелиотропу вы сможете каждый сезон наслаждаться его восхитительной красотой и упоительным ароматом. А если вам эта информация была полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.